Ребята, всем привет! Сегодня я нахожусь в музее Ника Панули, и здесь собрана коллекция спортивных автомобилей, а также классические американские автомобили. И сейчас я покажу вам поподробнее всю экспозицию данного музея. Вначале я хочу вам рассказать про общее впечатление о музее. Сам музей находится в городе Сочи, а точнее в Адлере, в Олимпийском парке, и располагается в здании главной трибуны трассы Формулы-1. Логично, что музей должен быть посвящен автоспорту. И так оно и есть на протяжении первых двух залов. Атмосфера просто потрясающая, экспонаты оригинальные, а сама обстановка отражает дух автогонок. А потом начинается сборная солянка из автомобилей, что портит впечатление от музея, и экспонаты стоят так, что к ним очень тяжело подойти. За это музею дизлайк. А также дизлайк за цену – 700 рублей. Это пока самый дорогой в посещении музей техники на моем канале. А это гоночный болид фирмы Jaguar. И, к сожалению, эта команда не получила столько славы, как, например, команда фирмы Ferrari. Jaguar Racing – команда Формулы-1, созданная в 1999 году в результате перекупа команды Stewart Grand Prix компании Ford. Ford Motor Company рассчитывала с помощью Jaguar Racing организовать своего рода маркетинговую программу по продвижению марки престижных автомобилей Jaguar. Начало сезона 2001 года не принесло успеха. Нестабильность машины стала причиной частых сходов с дистанции. Но все же во второй половине сезона получилось достичь некоторого улучшения, и пилот Ягуара впервые в жизни поднялся на подиум в Монако. 2002 год не отличился успехом. В большинстве гонок возникли проблемы из-за технических неполадок. Только под конец сезона Jaguar Racing удалось добиться хоть какого-то успеха благодаря Ирвайну, который во второй раз привез машину на подиум. Под конец 2002 года правлением компании Ford в связи с постоянными неудачами и, по сути, антирекламой было принято решение урезать финансирование на сезон 2003 года. В 2003 году эффективность команды заметно возросла. Jaguar Racing удалось получить 18 очков, что в 2 раза больше, чем в любом из чемпионатов ранее. Основным гонщиком стал Уэбер. На Гран-при в Бразилии он стартовал третьим и регулярно набирал очки. Остальные пилоты не достигли особых успехов. В 2004 году команда стала более известной благодаря рекламным кампаниям, но результаты команды вновь пошли на спад. Трансмиссия у болида Ягуара полуавтоматическая, 6 скоростей плюс 1 задняя, из магниевого сплава, а конструкция автомобиля была создана по типу монокок из алюминия и пористого фиброкартона. Вес авто в результате составил 600 кг. Несмотря на технические изменения, шасси Ягуаров оказались неконкурентоспособны. Пилоты команды ежегодно принимали на них участие во всех этапах соревнований, но успеха так и не добились. А в 2005 году, так и не повторив былого успеха, команда Джеки Стюарта Jaguar Racing, на которую изначально возлагались большие надежды, была перепродана компанией Red Bull. Также в музее можно проследить, как менялся костюм гоночного пилота от обычного костюма рабочего механика до настоящего защитного костюма. А теперь немножко о комбинезонах, в которых соревнуются самые быстрые водители в мире, и они сравни космическим скафандром. Гоночный наряд сшит из огнезащитного материала Nomex, который просочился в автоспорт благодаря астронавту Чарльзу Кондору. Одно время он увлекался гонками, но особых успехов не добился, зато стал командиром космического корабля «Аполлон-12» и третьим человеком, вступившим на лунную поверхность. О сверхпрочной и термостойкой ткани, созданной космическими инженерами, Кондор рассказал своему приятелю Биллу Симпсону, который владел компанией по производству гоночной экипировки. И на исходе 1960-х годов пилоты переоделись в форму из Номакса, и с тех пор основа осталась неизменной. 40 секунд костюм выдерживает пламя горящего топлива, и этого должно хватить, чтобы во время необходимости пилот успел покинуть кабину. А в случае аварии или возгорания комбинезон меняют, даже если он ничуть не пострадал. А рекламные нашивки составляют примерно треть всего веса костюма, и они тоже не горят и не плавятся. Погоны на плечах – это не украшения, а петли, за которые можно вытащить из горящего болида травмированного или потерявшего сознание пилота. Шлем пилота изготовлен из ударостойкого материала лаксан, и он выдерживает воздействие пламени горелки в течение 30 секунд и удар свинцового шарика, который летит со скоростью более 500 км в час. У шлема есть еще одно полезное свойство – высокая шумоизоляция, ведь совсем рядом с головой пилота расположен двигатель болида. Кроме того, в шапочку вмонтировано устройство, через которое подается вода.
Костюмы пилотам шьют по индивидуальному заказу, а подгоняют комбинезоны при помощи трехмерной компьютерной программы. А это автомобиль Ferrari F40, тоже довольно замечательный и известный гоночный автомобиль. Кстати, именно этот автомобиль снимался в клипе Тимоти Моргенштерна «Эль Проблема», и концовка этого клипа снималась как раз на сочинском автодроме. Ferrari F40 выглядит сногсшибательно, низкая, широкая и невероятно агрессивная, и она собирает на себе взгляды, и на это есть причины. Целое поколение энтузиастов любовалось на плакаты этой машины в своей спальне, а также представляло себя за рулем, когда разглядывало журналы, где рассказывали о невероятной мощи двигателя V8. Легенда гласит, что машина F40 могла проехать тестовую трассу Ferrari быстрее, чем сам болид Формулы-1 в 1980 году. Дизайн автомобиля Леонардо Фиораванти из Панинфарино. То, что мы сделали с F40, это построение машины, которая мало учитывает ограничения современности, сказал он на презентации. В этом мире слишком много компьютеров и слишком много технологий, и здесь мы воссоздали дизайн автомобиля как эмоцию, как в прежние времена. Кстати, более подробно про итальянский автомобильный дизайн вы сможете увидеть в одном из моих первых видео. Очень антуражно тут смотрятся арты, которые просто создают атмосферу гоночного музея. А частью коллекции также является это Lada Samara. Это очень примечательный автомобиль гоночный. Когда-то он был спроектирован на заводе в Туз-Презиле, который я когда-то окончила. И самое интересное, что его водил Сергей Успенский. Это один из знаменитых людей, которые закончили мой вуз. И также ходили байки, что он 10 лет не мог закончить учебу, так как постоянно был занят на ралли. Сергей Успенский – вице-президент Российской автомобильной федерации, российский автогонщик и заслуженный мастер спорта России, 16-кратный чемпион России в различных дисциплинах автоспорта, и в том числе 8-кратный чемпион России по ралли. Окончил завод в Туз-Презиле по специальности инженер-конструктор. В 18 лет он впервые оказался за рулем кроссового грузовика. После школы Успенский поступил в вечерний институт и параллельно устроился на работу в заводскую лабораторию испытаний. В лаборатории в то время была своя кроссовая команда. Далее Успенский попал в профессиональную спортивную команду АЗЛК по приглашению главы спорта бюро АЗЛК. В составе команды АЗЛК Успенский стартовал на этапах Кубка дружбы соцстран по ралли, а позже хорошо проявил себя на турецком этапе чемпионата Европы по ралли, заняв там 7-е место в абсолюте и выиграв в своем классе на ВАЗ-21083, после чего получил звание мастера спорта международного класса. Вскоре Успенский возвращается в институт создавать спортивную лабораторию при кафедре. В 2005 году Успенский вместе с автогонщиком Александром Доросинским основал сильную раллийную команду Subaru Team Russia, которую даже назвали в прессе сборной России по ралли. Ребята, вы узнаете, что это за красный автомобиль? Даю подсказку, это «Жигуль». Представляете, какие были гоночные автомобили? Lada Revolution – среднемоторный заднеприводный родстер, кузов которого изготовлен из стального каркаса и панелей из алюминия и стеклопластика. В Lada Revolution применялся двигатель объемом 1,6 литра. Болид оснащался шестиступенчатой коробкой передач с секвентальным механизмом переключения передач. Lada Revolution при разгоне с места до 100 км в час за 6,5 секунд была способна достигать максимальной скорости в 260 км в час. Lada Granta WTCC. Гоночная команда Lada Sport вернулась в чемпионат WTCC в 2012 году. В качестве нового боевого оружия была выбрана Lada Granta, двигатель, трансмиссию и подвеску которой привели к нормам WTCC. Гоночный дебют состоялся в Венгрии в мае 2013 года. Начало сезона было не самым успешным. Стартовые толкучки в первом повороте Дудкала, чей автомобиль вы можете видеть на этих кадрах, на полном ходу врезался в автомобиль товарища, мгновенно убивая оба болида. Бенефисом гоночной команды Lada Sport стал родной этап в Москве на Moscow Raceway. Томпсон показывает лучшее время на разминке, а в первой гонке приезжает на финиш пятым, заработав 10 очков. Во второй гонке во время горячей борьбы за третье место его выбивают с трассы, но это уже не имеет значения. А затем следует 5-е место в Португалии и 2 шестых в Имоле. Ну что, пацаны, тазы валят, и валят такие тазы на гонках типа Moscow Classic Grand Prix. Чем же примечательны эти гонки? Так для того, чтобы принять участие в Moscow Classic Grand Prix, достаточно найти классический или исторический автомобиль, который был выпущен не позднее 1987 года, установить на него каркас, спортивное сиденье, систему пожаротушения, отключения зажигания и также шеститочечные ремни. И вперед на старт!
А еще нужно прикупить гоночный комбинезон и шлем, чтобы вместе с автомобилем к гонкам допустили и пилота. Взнос за регистрацию составляет от 15 до 25 тысяч рублей, в зависимости от класса региона, откуда едет участник. А вот по технической части все интереснее. Можно участвовать как для фана или на победу. Требования по технике – это штатный двигатель и базовые детали, коробка передач и сцепления, в которых возможны определенные доработки, а также допустимы доработки по подвеске, выхлопу, ходовой части и жесткости кузова. А здесь целая коллекция спортивных автомобилей завода Dodge. В 2002 году Dodge выпустила первый Viper из серии Competition соревнования. Гоночный болид выпускался ограниченной серией, ведь для участия в гонках производитель должен был выпустить 100 автомобилей, что и было сделано в течение 2003 года. Купе представляет собой настоящий болид, предназначенный для участия в гонках. Несмотря на то, что в Dodge Viper Competition купе использовались некоторые детали серийных автомобилей, спортивное купе получило множество новых узлов и деталей. Легкий корпус, сетки на окна, систему пожаротушения, новые тормоза, гоночную выхлопную систему и гоночную подвеску, а также новую аэродинамичную обвеску кузова. Автомобиль длиннее и шире своего гражданского родственника. Под капотом у этого болида находится 520-сильный алюминиевый двигатель V10. Перед вами автомобиль номер 21 из 100-штучной лимитированной серии. Jaguar XJ220. Первый суперкар марки Jaguar, в течение года державший рекорд максимальной скорости среди серийных автомобилей в 344 км в час до появления McLaren F1 в 1993 году. Серийный Jaguar XJ220 оказался совсем не таким, каким его представляли, судя по концепту, в 1988 году. Ради сокращения вредных выбросов инженерам пришлось отказаться от двигателя V12 и заменить его на скромный 3,5-литровый алюминиевый мотор V6, купленный у Rover. И вот такой у меня получился рассказ о музее автоспорта в Сочи. Напишите в комментариях, как он вам, и понравился ли вам мой репортаж. Если да, то палец вверх и подписывайтесь на этот канал. А также у меня есть второй канал Dasha Models, где я делаю модели автомобилей, танков, грузовичков и самолетов в масштабе. Ссылочка на канал в описании. Так что увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.